Я вам сейчас показываю самый простой, самый лучший способ подвязки помидоров. Как низкорослых, так и высокорослых. Этим способом я пользуюсь уже очень давно. И другой метод подвязки помидоров я не хочу использовать у себя на огороде. Этот способ понравится тем, у кого очень много помидоров. У меня около 500 корней помидоров. И у меня нет такого времени, чтобы каждый куст помидора отдельно подвязывать, ставить колышек и отдельно подвязывать все веточки. Это метод для тех, у кого много помидоров и нет времени. Это занимает буквально минуты, целый ряд за какую-то минуту. Этот метод экономит время и позволяет в короткое время подвязать большое количество помидоров. Важные моменты. Колышки должны стоять между каждым кустом. Если вы будете экономить колышки, будете ставить между двумя кустами, этот метод уже будет работать по-другому. Колышки должны стоять между каждым кустом. Веревка эта вяжется обязательно 8. Многие делают ошибку, потому что они неправильно вяжут. Смотрите, значит, метод заключается в том, что эта нитка вяжется сначала, проходится с одной стороны ряда, а потом в конце возвращаемся и идем по другой стороне ряда. То есть сначала мы обвязываем, вот у меня уже обвязана, одна сторона обвязана, и я иду уже вторую сторону обвязываю. И у нас помидор остается вот в такой вот, как лодочке. Вот, и эта лодочка его держит. Но если эту лодочку сделать неправильно, вот завести нитку вот так и завязать, то у нас будет здесь овал. А нам надо 8. Нам эту нитку нужно завести вот сюда. И один раз еще обмотать об ствол. Не просто потому, что мне так хочется, я играюсь. А для того, чтобы это натяжение нитки оставалось все время в хорошем натяжении. Чтобы растение с тяжелыми помидорами держалось. И здесь должна образоваться вот такая 8. Вот 8. Не овал,
А восьмерочка, то есть мы одну нитку заводим за ствол и вокруг. Потом мы идем дальше. Следующий помидор. Я рукой помогаю, поднимаю, какие мне нужно ветки. Вот так вот. Веточки. И завожу не вот сюда, закручиваю вот так, а завожу вовнутрь вот сюда и закручиваю вокруг стволика. Для того, чтобы здесь образовалась вот такая восьмерка. Помидор находится у нас вот в такой петельке. И он хорошо держится, он не переваливается ни на сторону, ни сюда нам не вывалится. Конечно, потом, когда я это сделаю, вы можете увидеть у меня здесь и пасынки, и лишние листья. Я сначала подвязываю, а потом прохожу, пасынкую, вырезаю лишние листья. Это я делаю потом. Бывает, я наоборот. Все это попасынкую, поубираю все листочки, а потом хожу подвязываю. Можно и так, и так. Удобно это в любом случае. Так удобнее делать, потому что у вас уже помидор стоит, и вы уже хорошо видите все, что лишнее. А если он еще у вас лежит и завалился, не подвязан, то вам неудобно, вам нужно его поднять, рассмотреть, что там лишнее, что-то вырезать. Поэтому я сначала подвязываю, а потом пасынкую и обрабатываю помидоры. Если помидор, вот мы, допустим, ситуация у меня, смотрите, помидор выше, а этот ниже, он еще не дорос нам до нашей восьмерочки. Я, бывает, вот так запускаю и немножко его вот так вот подхватываю. Но восьмерку я все равно здесь делаю. И когда он у меня подрастет, я его просто заправлю в эту восьмерку. Вот, я думаю, понятно. Он подрастет, и я в эту восьмерочку его просто заправлю, этот низенький помидорчик. Это очень важно, потому что, ну, бывают разные ситуации. Вот я показываю конкретный случай. Если помидор ниже соседнего помидора, а вы ведете обвязку. Обвязка ведется в одну линию. Следующий помидор у нас. Вот, я заправила его. Обмотала вокруг, вот так. И, смотрите, у меня полоса пошла вот сюда. И я этот помидор раз, и эта нитка у меня пошла уже вот сюда. Вот так. И обматываю каждый ствол. Следующий вопрос, который я уже слышу. Замахаешься осенью это распутывать. Значит, отвечаю. Второй раз эту нитку использовать не рекомендую. Потому что это после помидоров, это посленовые. Вся инфекция может перенестись на следующий год. Все нитки, все помидоры мы, как правило, палим. Костер спалили, забыли. Собрали урожай, естественно, все, забыли. Как я поступаю? У меня есть газовая горелка. Я подхожу, колышек газовой горелкой осенью. Раз-раз опалила, палку достала, связала на кучу и положила храниться на зиму. Все. Или можете взять ножницы возле каждого стволика. Раз, раз, все, вы колышек освободили. Это что касается, как осенью я это все разматываю. Я ничего не разматываю. Я разрезаю и вместе с остатками нитки все стволы помидоров это все нужно спалить. Идем дальше. Завожу. Рассоединяю два куста. Между ними у меня вот колышек. Завела сюда. Обкрутила. Это для того, чтобы натяжение нити оставалось у нас. Нигде не висела нитка. Что касается нитки. Обязательно используем синтетическую нитку. Шпагат сюда не годится. Когда пройдет дождь, шпагат намокнет и провиснет. И все у вас помидоры будут
заваливаться на стороны, и этого не должно быть. Только вот такая или капроновая, или же нитка, которую я вам показывала, с фильтра для воды. Может быть, возникнет у вас вопрос, почему я ее не использую. Я вам всем показывала, что я использую нитку для воды, а вот, пожалуйста, я купила капроновую. Ну, ответ простой. Фильтр для воды мне менять пока не надо. А у меня закончилась эта бобина, я ее всю использовала. А новый фильтр я еще не меняю. Пока что у меня нет такой бобины. Буду менять в доме воду, фильтр на воду. Вот тогда у меня появится и нитка. Она очень крепкая и очень хорошая. Кстати, рекомендую. Так, вот опять у меня 2 помидорчика ниже. И не буду я так вот я вам сейчас покажу, как можно сделать без помидоров. Я все равно здесь это делаю, вот эту петлю, такую же самую. Но когда помидор немножко подрастет, я вот так делаю 8 здесь и протяну сюда подросший помидор. Он подрастет, и уже я его захвачу сюда в эту петельку. Но для него место у меня есть. Дальше идем. Все так же само. Это подвязка с 2 сторон. Если у вас помидор высокорослый, высокорослые помидоры я точно так же подвязываю, только по мере роста помидора я делаю несколько ярусов. Подрос помидор, я делаю 2-й ярус, точно так же с одной стороны прохожу, обошла вокруг и с другой стороны. Все, высокорослые помидоры точно таким же методом я подвязываю. Все, дошла до конца. И здесь тоже у меня этот куст подрастет. Я вот так делаю веревочку, 8, и вытягиваю сюда этот помидор, когда он подрастет. Для него уже место готово. В теплице помидоры подвязываю по-другому. В теплице у меня помидоры подвязаны на веревку, и крепится она кверху вот к такой натянутой нитке или же к профилю. Вот так. Теплица с помидорами выглядит у меня вот так сейчас. Все помидоры подвязаны. Уже растут помидоры. Подвязываю я, когда помидоры начинают заваливаться на сторону. И в теплице уже вот так вот делаю. Завязываю внизу петлю и наматываю на ствол. Наматываю на ствол и по мере роста подкручиваю на эту нитку. Вот такие уже есть помидоры сержант Пеппер в теплице. Вторая обработка помидоров от Фитофторы. Ридомил Голд и Актара. Баковая смесь. И обрабатываю. Если хотите помидоры, то обработка от Фитофторы обязательная. Я проводила эксперимент. Не обработала помидоры участок. И при первой неблагоприятной температуре, это может быть понижение температуры ночью или же затяжные дожди, сразу же будет фитофтора и помидоров не будет. Поэтому нужно выбирать. Или хотите помидоры, тогда нужно обрабатывать. И не хотите обрабатывать, то лучше их даже не сажать.
А сейчас у нас неблагоприятных погодных условий хоть отбавляй. Поэтому обрабатываю второй раз. Очень важно обработку проводить через 2 недели после обработки первой. Прошло 2 недели, я обрабатывала уже 1 раз. Выросли новые свежие молодые листочки, которые обработку не видели. И вот я уже обрабатываю свежие молодые листы.